2013 году нас было 5, в 2014 уже 3, а в 2015 я один иду туда. Что думаешь по этому поводу? Я благословляю, защищаю и охраняю твой одиночный поход. Иди с миром. Благодарю, отец Карма. Всем привет, с вами МШ. Я нахожусь на железнодорожной станции Чернигов. И отсюда начнется одно из самых, наверное, интересных путешествий в моей жизни. Я в одиночку отправлюсь в Чернобыльскую зону отчуждения. Мы проедем в кабине машиниста до станции Семиходы. Мы посмотрим город Славутич. Мы посетим третью очередь строительства Чернобыльской атомной электростанции, город Припять, городок военных Чернобыль-2, ну и многие другие места. Мои планы, как всегда, грандиозные. Не знаю, удастся или не удастся. Понадеемся, что все получится. Поехали! Собственно, сама станция Чернигов представлена несколькими такими завуалированными железнодорожными парками. Первый справа – это пассажирский, центральный – грузовой. А самое для нас, наверное, интересное – это вот крайний парк грузовой, где, как вы видите, пути поворачивают налево. Это Овручский парк. И отсюда раньше составы отправлялись в сторону Янова. На данный момент это просто отстой для неиспользующихся вагонов. Как видите, там какие-то полувагоны стоят. Далее я поехал в город Славутич. Там случилась заминка, и у меня появилось несколько часов, чтобы прогуляться по городу. Заодно я отснял небольшое видео о нем, которое лежит в открытом доступе на моем втором канале. Ссылку найдете в описании к ролику и в виде аннотации в конце. Південно-західна залізниця, юго-западная железная дорога. Конечно, довольно коряво я знаю украинский язык, но, как я понял, более корректно будет сказать «південно-західна залізниця». Простите за акцент, если что. Идем к электропоезду, точнее мы уже у него идем к голове. Сейчас будем разбираться с тем, как Няшу доставить в Припять. Вполне удачно удалось разобраться, и вот мы с вами отправляемся от платформы Славутич. Впереди вас ждет увлекательная поездка вглубь Чернобыльской зоны отчуждения, прямо до платформы Семиходы, что в нескольких сотнях метрах от Чернобыльской атомной электростанции. Время в пути между конечными пунктами составляет примерно 45 минут. В нашем случае 42 минуты. Естественно, всю съемку я тут выкладывать не буду, но для любителей железнодорожной романтики, любителей попить чаек под перестук колес, любителей заката, особенно чернобыльского заката, полную версию, чисто, как сняла камера, я выложил на своем втором канале. Ссылку вы найдете в описании к ролику. А в этом видео я ограничусь ускоренной перемоткой тех мест, которые не требуют моего повествования, благо съемка со стабилизатором это позволяет. Пока мы разгоняемся и проезжаем по правую сторону промзону города Славутич, которую почти не видно из-за растительности, пару слов замолвлю о технике, на которой снят этот ролик. Видео я снимал на третью GoPro вместе с трехосевым стабилизатором, закрепленную на внешней стороне кабины машиниста. Сам я нахожусь внутри и на всякий случай снимаю еще и на свою Panasonic. Мало ли стабилизатор отключится или GoPro сядет. Но забегая вперед, скажу, что все прошло удачно, и вы сейчас смотрите самый настоящий эксклюзив. Ведь вид из самой кабины через ветровое стекло менее, скажем так, чистый. Впрочем, вы и сами видите. В этой поездке я вам расскажу о том, что можно увидеть в зоне рядом с железной дорогой, о том, как функционирует сама железка, некоторые географические нюансы, расскажу всякие истории и байки. И еще. Эта поездка срослась каким-то чудом. Это реально цепочка событий, удивительных знакомств, случайных совпадений, в которой без одного события не случилось бы другого. Неоднократно все было на грани срыва, но мне везло, и вот я еду. И осуществляется моя мечта – увидеть закат над зоной прямо из кабины машиниста. Так что готовьте ваши ушки и открывайте шире глазки. Вы услышите и увидите много нового. Наш путь лежит по действующему участку наполовину недействующей нынче ветки Чернигов-Овруч.
Интересность в плане географии здесь заключается в том, что эта ветка проходит через Республику Беларусь. На карте вы видите, что она как бы вклинивается на юг, и этот клин как раз и пересекает железка. Причем сама зона начинается не сразу по отправлению Славутича. Вначале мы покинем территорию Украины и въедем в Беларусь. Уже на территории РБ мы въедем в Полесский государственный радиоэкологический заповедник. Это та же зона отчуждения, но находящаяся в Беларуси. А далее снова пересечем белорусско-украинскую границу и одновременно покинем ПГРС и въедем в ЧЗО. Эти хитрости с границами, а также наличие живых неброшенных населенных пунктов на территории Украины и Беларуси к востоку от Славутича формируют интересное обращение пригородных поездов на этом участке. Сейчас мы едем в так называемой Атомке. Так на местном жаргоне называют электропоезда, курсирующие между Славутичем и Семиходами. Электропоезда 12-вагонные, тип R9T, то есть работают на переменном токе. В зависимости от дня недели до Семиходов обращается до 4-5 пар поездов, которые с утра завозят рабочих ЧС, отвозят их обратно вечером, а также завозят ночную смену. Так как в большинстве своем работники ЧС живут в городе Славутич, то гонять Атомки от Чернигова невыгодно, потому и пришлось мне ехать с пересадкой. Но Славутич не всегда является конечной точкой для поездов, следующих из Чернигова. Впереди нас ждут населенные пункты Неданчичи и Ёлча. Первый находится на украинской стороне, второй на белорусской. И если до первого можно доехать без проблем, то до Ёлча, находящейся в другой стране, уже потребуются соответствующие документы. Атомки проезжают Беларусь без остановок, поэтому никаких досмотров не производится. Единственная промежуточная остановка, которую они делают, это следующая после Славутича платформа поселок Лесной. Скоро мы остановимся у нее. Это место связано со строительством города, ставшего заменой покинутой Припяти. Новый город требовалось отстроить в кратчайшие сроки, поэтому для обеспечения более-менее вменяемых условий для нескольких тысяч строителей, а также обеспечения стройки всеми необходимыми материалами были возведены два вахтенных поселка – Лесной и Якорь, а также промышленная база, на которой отстроили бетонно-раздаточный узел, лесоперерабатывающее предприятие и другие сопутствующие производства. Каждая союзная республика, участвовавшая в строительстве, имела свой отдельный подъездной путь для приема стройматериалов. На спутниковом снимке хорошо видны остатки путевого развития по промбазе. В поселке Лесной проживало около 3000 строителей. Тут были и административные здания, и магазины, и общежития, летний кинотеатр, библиотека, медпункты и многое другое. В общем, полная инфраструктура города в мини-варианте. На данный момент от этого вахтенного поселка практически ничего не осталось. Сама промбаза, выполнив свою функцию, тоже практически исчезла. На данный момент здесь находится несколько предприятий и локомотивное депо, где проходит обслуживание тепловоза, работающие на ЧС. Пока я рассказывал, мы подъехали к платформе. Машинист переводит рукоятку крана машиниста в пятое положение и плавно затормаживает. Атомки 12-вагонные, а платформа 10-вагонная, поэтому электропоезд на 2 вагона заезжает вперед. Машинист предупреждает об этом, но кто в курсе, тот и так знает, а кто не успел перебежать в соседний вагон, добро пожаловать в мир прыжкового искусства. Стоянка по расписанию минута. По факту зависит от количества пассажиров. Сейчас никого нету, поэтому закрываем двери и едем дальше. Впереди Неданчичи, который мы поедем без остановки. Adobe Premiere, в котором я монтирую, позволяет нам чуть ускориться, и вот мы уже на подъезде к станции. Кстати, справа пришел подъездной путь с промбазы. На самой станции самый движ был во время строительства Славутича. В сутки сюда прибывало до 500 вагонов. Чуть ранее, помимо Лесного, я упомянул вахтенный поселок Якорь. Так вот, это был довольно необычный формат поселка. Он был плавучим. В старом русле Днепра 2 земснарядами была размыта небольшая акватория, и туда пригнали 13 пассажирских теплоходов. Их утеплили и разместили там порядка 2000 человек. На кадр это место не попадает, оно справа находится. А впереди нас ждет граница с Беларусью. Граница проходит по реке Днепр, поэтому невозбранно пересечь ЖД мост у вас не выйдет. На обоих берегах стоят военизированные посты охраны с собаками, камерами и мужчинами с автоматами. Сам мост, конечно, красавец. Шестипролетный, фирменный, с ездой понизу. Длиной 720 метров. Мне, как человеку, который обожает геометрическое изящество искусственных сооружений, было до головокружения сладостно взирать на уходящую вдаль стальную перспективу, вдобавок сдобренную заходящим солнцем. Кстати, как вам алабайчик пограничный?
Про строительство мостовых переходов на ветке Чернигов-Овруч я уже рассказывал в своей прошлой припятской серии, но вкратце пройдусь по вехам. Я говорю сразу про оба моста, через Днепр и через реку Припять. Так вот, изыскания на будущем участке строительства начались в марте 1927 года. 7 ноября 1929 года движение по ветке было открыто. Великая Отечественная война принесла боль и этим стальным гигантам. 23 августа 1941 года солдаты отступающей 5-й армии Юго-Западного фронта подорвали мосты, понимая, что удержать переправы не выйдет, а немцам они ой как помогут. Расчет оказался верным. Немцам было нерезонно восстанавливать сразу два моста, поэтому они наворачивали круги через Киев. А мосты восстановили. Не сразу, конечно. Лет 10 прошло после окончания войны, но причина такой задержки и так очевидна. Если внимательно присмотреться, то с левой стороны подходит насыпь. Это остатки подъезда к понтонной переправе через Днепр, действующей до развала Советского Союза. Спросив у местных, я узнал только, что даже намека на шпалы не осталось. Тем не менее, радиусы насыпи и плавное примыкание к главному ходу очень подходят для укладки ЖД-полотна. Такого же плана остатки насыпи имеются в районе Чернигова через реку Десна. Возможно, это связано с действиями 8-го железнодорожного учебного полка. Впрочем, информация по этой переправе крайне скупа, поэтому знатоки, добро пожаловать в комментарии, буду рад узнать, что там было на самом деле. Ну и довольно необычно сознавать, но сейчас мы едем по Гомельской области. Это Беларусь. Укрзалезница арендует у Беларуси этот отрезок дороги, поэтому тут надписи все на украинском языке. И обслуживание железной дороги ведут в основном украинские железнодорожники. Но тесное соседство стран рождает интересные реалии жизни. На просторах интернета я нашел один отчет, рассказывающий о путейцах, работающих на этой ветке. Сейчас проедем станцию и зачитаю вам выдержку оттуда. Ёлча. Это крайняя станция, куда доезжают пригородные поезда из Чернигова. Далее едут лишь атомки и грузовые составы Наянов и ЧС. Кстати, как вам гнездо аистов? Они тут часто встречаются. Станцию проехали, поэтому возвращаюсь к обещанной выдержке. Железнодорожники, как правило, выходцы из Чернигова, Славутича и белорусской Ёлчи, садятся в электричку, соединяющую Чернигов, Славутич и Неданчичи, последнюю украинскую станцию перед границей с Республикой Беларусь. Здесь путейцы пересаживаются в дрезину, путевую машину АЭС, где и проходит первый пограничный контроль. Получают разрешение на выезд из нашей страны. Затем рельсовый автобус делает остановку в Ёлче, где забирает на работу сотрудников Юго-Западной железной дороги, прописанных в Беларуси и имеющих белорусское гражданство. Любопытно, что каждый месяц белорусы получают зарплату в Украине, в отделении Экспресс-банка в гривнах и вынуждены искать у себя на родине выгодный курс, дабы обратить получку в белорусские рубли. Кроме того, на станции Ёлча происходит очередной пограничный досмотр, на сей раз белорусскими пограничниками. Удивительно, но некоторые железнодорожники забывают взять с собой паспорта. На границе оказывается достаточным предъявление служебного удостоверения, ведь все монтёры пути давно внесены в специальный список ежедневных гостей Беларуси, минующих территорию республики транзитом и в рабочих целях. Такие вот необычности. Кстати, еще такой технический нюанс. После аварии на ЧС верхнее строение пути было обновлено. Зараженный гравий убран, произведена отсыпка свежего. Пути прямые, качество хорошее, и можно летать тут до 120 км в час. Но более высокая скорость на участке предполагает более частое обслуживание пути. И чтобы не платить за дополнительные выезды путейцев, по белорусской стороне скорость ограничена более низкой. Для большей наглядности на карте я показал максимальную скорость на том или ином участке на момент монтажа видео. Ведь ограничения по скорости иногда меняются, и через какое-то время эта информация может стать уже неактуальной. Помимо технического, есть еще финансовый нюанс. Оказывается, Украина аренду оплачивает в швейцарских франках. Об этом мне рассказали ребята из локомотивной бригады. Подготавливая материал для этого видео, я погуглил и нашел такое понятие, как международный железнодорожный транзитный тариф. Это соглашение, заключенное в 1997 году между некоторыми странами бывшего СССР и европейскими странами о тарификации международных перевозок. Расчет между странами идет в наиболее стабильной валюте – швейцарском франке. Не уверен, что это соглашение имеет отношение к аренде земли Украиной у Беларуси, но факт оплаты в швейцарской валюте вполне закономерен. Если уж транзит так оплачивается, то и аренду резонно в той же валюте платить. Сейчас проезжаем мимо габаритных ворот. На картинке хорошо видна проволока. Если из состава что-то выступает сильнее, чем надо, а говоря корректно, выходит за пределы габарита подвижного состава, то проволока порвется и цепи сигнализации перекроет светофор на станции Ёлча. Машинист увидит красный сигнал и остановит поезд. Таким образом, ни габарит не поедет на мост через Днепр. Просто и надежно. Да и всяко проще подлатать порванную проволочку, чем чинить потом мост. И это в лучшем случае. Продолжим. До этого мы ехали по заселенным местам. А теперь, проехав Ёлчу, приближаемся к зоне отчуждения, точнее ее белорусской части, ПГРС. Начинается территория Полесского государственного радиоэкологического заповедника.
Граница белорусской зоны приходит справа и идет некоторое время вдоль железки, а потом уходит на юг. То есть теоретически в этих местах, которые мы сейчас проезжаем, с левой стороны ЖД полотна можно находиться легально. Мы еще только подъезжаем на запретную для посторонних территорию, но уже начинаем встречать места, связанные с ликвидацией аварии. Вы видите, что контактная сеть начинает расширяться. Это наш электропоезд въезжает в горловину закрытой станции «Пересадочная». Эта станция была отстроена сразу после аварии рядом с остановочным пунктом Капаранка и представляла собой 4 платформы с пунктом дезактивации и мойки поездов. Вот как раз они проглядывают среди зарослей по левой стороне. Здесь проходила граница между условно грязной и чистой зоной. Для прибывающего с обоих направлений подвижного состава станция была конечной. Люди переодевались и пересаживались с одного состава на другой и ехали дальше. Логика таких действий весьма объяснима, чтобы грязные составы не развозили радионуклиды по стране. Здесь также находился пункт обработки составов, где их дезактивировали, насколько это было возможно. Со временем уровни мощности фона снизились, да и предпринятые мероприятия по ликвидации последствий аварии внесли свою лепту. Надобность в станции отпала, и она была закрыта. Пути, стрелочные переводы, тупики разобраны, провода контактной подвески демонтированы. Сейчас о ней напоминают лишь платформы и частокол опор контактной сети. Следующий остановочный пункт, даже не следующий, а бывший тут изначально, в отличие от пересадочной, тоже, естественно, заброшен. Только здание пассажирского павильона, выделяющееся на фоне интенсивных зарослей, намекает, что здесь была платформа Капаранка, а за ней переезд. Все так заросло, что вы, может быть, и не обратили на него внимания, если бы не мое упоминание. Где-то через километр граница ПГРС уйдет на юг, в поля, и мы окажемся на отчужденных землях. В основном здесь, да и на территории ЧЗО, мы увидим лишь заброшенные платформы и станции, но есть свои интересности и там. Я не хочу упускать ничего, поэтому гоним. А пока гоним и любуемся закатом, предлагаю расслабиться и послушать байку, рассказанную мне локомотивной бригадой. Как вы уже поняли, останавливаться атомки на территории Беларуси нельзя, но в жизни всякое бывает. И вот однажды случается досадная неприятность. На этом белорусском отрезке под электричку бросается кабан. И нет бы ему отлететь от метельника в сторону. Не, он попадает под электропоезд, где его, естественно, начинает крутить. Тушка крупная, но и рижские вагоны крепки. За одним исключением. Между вагонами находятся рукава тормозной и напорной магистралей. Кабан, будто мстя за свою неосмотрительность и погибель, своей тушкой сбивает рукава, разъединяя их. И это происходит под 8 вагонами из 12. Железнодорожники уже все поняли, остальным поясню. При разъединении рукавов, особенно тормозной магистрали, которая находится под давлением, воздух выходит, и состав автоматически затормаживается. Отличная система на случай разрыва состава. Так вот, электропоезд экстренно тормозит и останавливается на территории Беларуси, где стоять очень нежелательно. Делать нечего. Изрыгнув брань, локомотивная бригада несется соединять обратно рукава. Но это полбеды еще. Рукава соединили, а воздуха-то нет. Пока его компрессора накачают еще. В итоге, электропоезд стоит, бригада матерится, компрессора качают. Отлетающая душа кабана злорадно хихикает. Благо, все обошлось. Стоящая электричка не привлекла внимания пограничников, и ни у кого проблем не возникло. Разве что нагонять график пришлось. Примерно через 4 километра после Капаранки по левую сторону проезжаем остановочный пункт Колыбань, за которым также находится переезд. Но в отличие от предыдущего, он вполне действующий, и им пользуются работники ПГРС. Кстати, читая про деревню Колыбань в Википедии, я знатно посмеялся, узнав, кто там родился из известных деятелей. Уже в жизни не подумал, что это родина Дарта Вейдера. Правда, не из «Звездных воинов», а украинского политика. Но все равно, комично. Следующая станция Посудово. Пока мы едем до нее, поведаю, что по этой ветке ездит еще кроме атомок. Есть такое украинское госпредприятие, которое называется Чернобыль-сервис. В его ведении находится в том числе и железнодорожный транспорт и функции перевозки. Чернобыль-сервис мало того, что арендует электропоезда, те самые атомки у Черниговского моторвагонного депо, так еще и содержит штат тепловозов, выполняющих различные хозяйственные работы, в том числе и на Чернобыльской атомной электростанции. Список подвижного состава доступен в интернете. Изучая его, нашел интересную фотографию. На ней показан тепловоз ТМ-2УМ в сцепе с вагоном-контейнером для перевозки отработанного ядерного топлива и отработавших дополнительных поглотителей, разработанным Славутичским филиалом Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, специально для работы на территории ЧАЭС с учетом геометрии зданий, энергоблоков и других сооружений на пути транспортировки ядерных материалов к построенному хранилищу отработанного ядерного топлива Хаят-2. О, как загнул. Тепловозы, арендуемые ГСП «Чернобыль-сервис», проходят обслуживание в депо, находящемся на территории промбазы Славутич.
Дезактивация локомотивов уже не производится. Производится только влажная уборка электропоездов в 7 ходах. Во время поиска и подготовки материала узнал еще об одном интересном железнодорожном факте, связанном с ликвидацией аварии. Расскажу о нем, как будет перегон подлиннее. И еще информация, которая будет интересна железнодорожникам. Система сигнализации, применяемая на этом участке, АОС-О. Проходные и предвходные светофоры отсутствуют. Движение осуществляется по показаниям локомотивного светофора. Границы блок-участков обозначены сигнальными знаками с номером блок-участка. Знаки эти находятся или на отдельных опорах, или непосредственно на опорах контактной сети. Через 3,5 километра мы встречаем станцию Посудово. Это все еще Беларусь. Станция интересна тем, что на ней находится сплотка из нескольких брошенных локомотивов ЧМЭ-2 и 2 секции тепловоза ТЭ-3. Брошенные на вечную стоянку они из-за сильного радиоактивного загрязнения. Снова переезд, судя по накату, весьма живой. И мы устремляемся к границе Беларуси и Украины. И что для нас главное, к ЧЗО. Вот этот мостик и есть та самая граница. Весьма неприметно по сравнению с мостом через Днепр и теми постами охраны. Впрочем, пограничники здесь курсируют, и риск нарваться на неприятности присутствует. Но мы в безопасности. А главное, едем уже по территории Чернобыльской зоны отчуждения. Остановочный пункт Машево. С правой стороны я выделил автоматизированный пункт контроля Коцюбинская. По сути, это обычный радиометр, который вместе с десятками ему подобных объединен в комплексную систему радиационного мониторинга и раннего предупреждения в ЧЗО. Суть системы ясна из ее названия. А карту размещения автоматизированных пунктов вы видите на экране. Один из подобных постов я вам показывал в ролике про Припятский грузовой речной порт. До следующей платформы Зимовище 7,5 километров. Потому есть время спокойно рассказать вам обо всем, что хотел. Один из самых распространенных маневровых локомотивов на территории бывшего Союза является тепловоз ТЭМ-2 и его модификация. Выпускались ТЭМки на Брянском машиностроительном заводе. Два тепловоза ТЭМ-2У с номерами 8515 и 8519 в связи с аварией получили интересную, хоть и короткую жизнь. Оба локомотива предназначались Октябрьской железной дороге, но с завода были перенаправлены под переоборудование в депо Люблино. Там их оборудовали дистанционным управлением из турного вагона. Турный вагон в данном случае это платформа со свинцованным бункером управления. Так поступили из-за того, что навесить биологическую защиту на саму кабину машиниста было крайне проблематично, пришлось бы полкабины сносить. Сама защита делалась из свинца. Свинцовые плиты размером примерно 2 на 2 метра и толщиной 5 сантиметров топорами и кувалдами рубилась на небольшие пластины. Пластины с помощью крана доставляли в соседний цех и сгружали на середину обычной ЖД-платформы. А на ней уже несколько человек при помощи паяльных ламп собирали из них будку размером 2,5 на 4 метра и высотой в 3 метра. Толщина стен в ней была порядка 30 сантиметров. Также имелось 4 окна размером с лист А4, закрытых свинцовистым стеклом, и люк для входа-выхода. В эту будку был перенесен тепловозный пульт управления. Платформа, естественно, сцеплялась с тепловозом и соединялась с ним кабелями. Да не простыми, а зачеканенными свинцовыми полосами по всей длине пролегания на поверхности платформы. На крыше будки смонтировали фильтровентиляционную установку. На фотографии как раз она, похожа на FP300. Ее соединили с кондиционером, снятым с электровоза ЧС-7. Конечно, не все так просто было с запуском тепловоза на дистанционном управлении. Зачитаю комментарий инженера проектно-конструкторского бюро локомотивного хозяйства Министерства путей сообщения, который единственный официально снял процесс создания этих машин. Дополнительная сложность этого спецзаказа была в том, что тепловозы не были доведены до рабочего состояния. Непонятно, как они проходят на Брянском заводе приемо-сдаточные испытания. У них даже монтаж в пультах был напутан. А в ТЧ Люблино темок никто не знал. И вот кроме изготовления монтажа бункеров управления с опять же криво смонтированными Брянским машиностроительным заводом пультами внутри, мы вынуждены были и тепловозы учить ездить. Из депо они уже уехали своим ходом. Такие вот истории. Одни косячат, другие героически преодолевают все трудности. Собранные локомотивы с платформами предположительно должны были подавать к реактору вагоны с цементом и водой. Уровни мощности фона зашкаливали, электроника выходила из строя, и только такое дубовое исполнение дистанционного управления, выполненное в свинце и меди, позволило выполнить требуемые работы и хоть как-то оградить героических машинистов от радиационного сумасшествия, творящегося у 4-го энергоблока в том 86-м. Удивительно, но несмотря на все сложности, оба изделия соорудили за 3 дня. 1,5 дня нарубали свинец и делали будки, и еще 1,5 занимались наладкой.
После выполнения требуемых работ из-за сильного радиоактивного загрязнения тепловозы были списаны и оставлены на вечную стоянку на станции Янов. Но, как мне тут сказали, года 1,5 назад их таки порезали на металл. Такая вот маленькая история из огромной эпопеи по ликвидации аварии. Ну и снова предлагаю послушать еще одну байку, рассказанную локомотивной бригадой. Был у них в свое время машинист, прямо олицетворяющий поговорку: где хохол прошел, там еврею делать нечего. Хитрый был, да нельзя. И вот однажды где-то в середине 90-х ему дают задание. Нужно отогнать дизель-поезд из Чернигова в Коростень на покраску. Машинист решил, что это неплохой вариант, скажем так, сэкономить солярки. Дело в том, что в Овруче у него были знакомые диспетчера. Он с ними договорился, что с Чернигова через ЧЗО проскочит на Овруч и оттуда на Коростень, сэкономив энное количество километров пути. Все удалось. Но на обратном пути возникла заминка. То ли его задержали в Коростене, то ли диспетчера подменили друг друга, но приехав в Овруч, чтобы таким же путем поехать в Чернигов, он наткнулся на другую смену, которая весьма изумилась его предложению. Мол, там уже поезда 10 лет как не ходят. Тем не менее, обратно ему также удалось проскочить. Но на подъезде к Чернигову затыка случилась. Буквально в паре километрах от города, на станции Подусовка, у них закончилась соляра. Точнее как, в одной секции закончилась соляра, а вторая была не на ходу из-за проблем с гидропередачей. Зато с солярой. В итоге пришлось им ведрами с одного бака в другой переливать топливо, чтобы доехать. Помимо этого, дежурная малость в осадок выпала, когда ей сказал, мол, принимайте дизель-поезд со Славутича. Поднялся кипиш, но машинист везучий был, и все улеглось, и он продолжил работать. А вот куда делась сэкономленная соляра, история умалчивает. А вот и зимовище. Тут ничего интересного мы не увидим с того ракурса, что есть, так что едем дальше. Следующая остановка наша. Семиходы. На горизонте показалась арка строящегося нового укрытия. Тогда она еще не была надвинута на саркофаг, сейчас же уже не увидишь 4-й энергоблок. Арка надвинута. И панорама Чернобыльской атомной говорит нам, что наша поездка на электропоезде подходит к концу. Впереди Яновский железнодорожный мост через реку Припять. Красиво играют краски на небе, вкупе с широкой рекой и ажурными конструкциями моста, оставляя неизгладимое впечатление в душе. Проезжая по мосту, я уже вижу знакомые места на правом берегу. Здесь я уже ходил, бродил. Да и по мосту тоже, как раз на пролете, по которому едем, любовался закатом в 2014 году. Мы гуляем по мосту, хотим забраться на его вершину. А вот и лесенка. Она нам и нужна. Сидим на мостике, свесив ножки. Внизу железнодорожное полотно. Вдаль уходит мост, пара пролетов, любимые виды, ЧАЭС, арка. И третья очередь строительства Чернобыльской атомной электростанции. Оставив по правую сторону озера Азбучин, мы подъезжаем ко входному светофору. Его показания, 2 желтых немигающих, говорят о том, что мы следуем на боковой путь. Так и есть. Прямо уходит ветка на Янов и далее на Овруч, а налево будет станция Семиходы. Нам остается проехать несколько сотен метров до тупика. После светофора действует постоянное ограничение скорости в 20 км в час. Поэтому едем не торопясь. Вот уже показалась горловина станции Семиходы. Станция была построена в 1987 году для удобства и безопасности при доставке работников от строящегося города Славутич. 4 пути, 2 платформы. Каждая платформа представляет собой так называемый горизонтальный лифт. Подобного плана станции можно увидеть в метрополитене Санкт-Петербурга. То есть для того, чтобы войти и выйти в поезд, нужно дождаться открытия поездных и станционных дверей. Но если в питерской подземке это было связано с удешевлением строительства в хрущевские времена, то здесь причина иная, хотя и весьма очевидная. Мы едем по грязной зоне. Хоть здесь и не летают куски урана, но фон выше нормы. На станции же чистая зона. Даже более точно так. Грязь, в том числе и радиоактивная, благодаря такой своеобразной герметизации не проникает на станцию, и работники получают меньшие дозы облучения. На самой станции организован дозиметрический контроль. Мы приехали. Остановка Семиходы. По прямой от места, где установлена камера, до 4-го энергоблока 800 метров. Открылись двери, и мы видим работников АЭС, идущих к месту работы. А мой путь лежит не туда. Мне надо в Припять. Ребята, мой план работает.
Я иду в электропоезде, который стоит на станции Семиходы. Попрощавшись с ребятами из локомотивной бригады, я направляюсь в сторону хвостового вагона. За двойными дверями находится платформа станции Семиходы. Вот так все выглядит изнутри. Те, кто там находится легально, а я нахожусь здесь нелегально. Все, спасибо тебе, электропоезд. Ждет меня впереди железная дорога. Я иду, и ликование прямо впирает меня. Таким способом ЧЗО я еще не добирался. Сзади остаются виды на арку и на вторую очередь Чернобыльской атомной электростанции. А я пока иду и думаю, либо сразу рвануть в Припять, либо зайти все-таки искупаться в реке, потому что перепотел я все-таки очень сильно. Наверное, пойду окунусь. Кстати, как только я вылез из электропоезда, фон поднялся сразу в несколько раз до 50, а сейчас дошел до 100 микрорентген. Я дошел до Семиходского моста, сижу тут на опоре, немножко релаксирую. А сверху сейчас надо мной пойдет та самая электричка, на которую я сюда приехал. Где-то уже это было. Еще напрягают вот такие вот засранцы, которые периодически тут летают, врезаются в меня, ползают. Им, видимо, нравится синий свет пауэрбанка. В общем, ататат. Как-то мне сейчас надо аккуратно собраться и валить. Что-то купаться уже, честно говоря, не хочется, потому как там что-то как зарычало и завыло, что стало немного не по себе. Много времени потеряю. К тому же сейчас уже времени 9, начало 10. Надо дойти мне еще час идти где-то до квартиры. И потом надо спокойненько лечь спать, чтобы завтра поутру проснуться, а не спать полдня. Пожалуй, наверное, так сделаю. Все-таки несколько не по себе. В первый раз я оказываюсь один в таких условиях. Я, в принципе, знал, на что шел, но все равно чувствую себя несколько неуютно. Хоть вы там, наверное, думаете, что у меня стальные яйца, но мне, блин, очково. Особенно вот такая вот жужелица летает, потом всякие кабаны, волки воют. Это, конечно, да, это весело. Надо пообвыкнуться. Фух, все. Путь преодолен, довольно-таки уже стандартный, по дороге, по Могильничку, в Припять. Зашел и обосновался в квартире. В замечательной квартире, в которой немножечко прибрались ребята мои знакомые, поэтому все выглядит вот так вот более-менее цивильно. Я по бете промерил место, где буду спать, место, где положил вещи, в том числе еду, все чисто. Поэтому сейчас немножечко перекушу и думаю, что можно на этом заваливаться спать. Играет музыка, заряжаются гаджеты. Тут даже, как видите, свечки есть. Много не зажигаю, чтобы сильно не транжирить. Фонарик включил для того, чтобы показать, как все тут выглядит. Ну, в принципе, ничего такого сверхудивительного нету. Замечательный лось, которых я, может быть, встречу по пути. Лучше подбородка Фольмша. Мать моя женщина, какой же я страшный буду, если буду толстый. И так ты не красавчик. Ну ладно, не суть. Прикупил себе немножко ништяков в Питере и теперь вкушаю в Припяти имбирь в сахаре. Ну, довольно такая специфичная вещь на любителя, но мне нравится. Главное иметь водичку, чтобы запить, потому что ядреленький. Так что приятного аппетита, ребята, кто смотрит меня с ништяками. 1:30 ночи. Я перекусил, продумал маршрут на завтра. Все точки, которые я хочу посетить, находятся в другом конце города, так что вам придется за это побродить. Ну, теперь можно укладываться спать. Немножко книжку еще почитаю. В общем, лайк, подписка. В следующем ролике у нас будет посещение детского сада «Медвежонок». По информации, которую я получил, это один из наиболее сохранившихся детских садов. Несмотря на то, что мы были с вами, уже я показывал детский сад «Чебурашка», но там все довольно-таки раздраконено было. Завтра, я надеюсь, все будет намного живее. Ну, относительно живее, насколько это возможно за прошедшие почти 3 десятка лет с момента того, как покинули этот город люди. Я с вами прощаюсь, ложусь спать. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.